Ну что, всем привет! Вы на канале Польза Стрима, меня зовут Саня, точнее Польза Лайв, и это ROG Phone 9. Это не ROG Phone 9 Pro, видите, вот сейчас в диодной подсветке, рано или поздно, 5 секунд. Нет, он не хочет настраивать, все, настроил, не настраивает он съемку. Снимаем мы, как всегда, на основной модуль 4К 60 FPS. Съемка с одной руки, как вы видите, спокойненько на штативе, без стабилизатора дополнительного. Мы будем, как всегда, тестировать смартфон, кому данный контент интересен, то есть как все это дело справляется. Больше 100 смартфонов таким образом я тестировал. Разумеется, на этот смарт есть уже прожарка на канале для стримов, скорее всего будет еще одна прожарка, уже есть полноценный обзор. И сейчас мы с вами в первую очередь пытаемся выяснить, как одним кадром можно снимать на этот смартфон. И плюс я расскажу кратко, кому интересно, что это такое, с чем это едят, есть ли смысл его вообще рассматривать к покупке. Заложил уши. С 30-го этажа иногда закладывает. Так вот, есть ли смысл его рассматривать к покупке и что там внутри, почему это единственный вид игровых смартфонов, по моему мнению, а все остальное, к сожалению, хуже. И самое важное для вас, повторяюсь, это камера. Если понятно, в игровом смартфоне это самое неважное, но если вас и это интересует тоже, потому что Asus стараются делать универсальное устройство сейчас, они, допустим, свои Asus, по-моему, не ROG Phone была в 8-ке, они уже не, вот, все получилось, они уже не делали мини смарты, они же до этого делали у нас маленькие, еще помимо игровых. И вот сейчас они делают универсальные, полноценный обычный смартфон. И считайте, что он еще плюс дополнительно игровой, по их мнению, опять же. И когда я буду рассказывать вам, допустим, о волшебном комплекте, что здесь есть и довольно неплохой пластиковый чехол, и зарядник довольно быстрый, и батареи отличные, два Type-C-шника, пусть даже один из них 2.0, а второй 3.1, по-моему. То есть один быстрый, один нет. Обходная зарядка, но здесь очень интересные моменты есть, которые не позволяют его сравнивать с другими смартфонами в качественном смысле. В первую очередь, наверное, это разрешение. То есть здесь довольно скромный в плане плотности пикселей экран, и само разрешение экрана подразумевает, что энергопотребление меньше. То есть когда я буду говорить вам, а я сегодня вам расскажу, разумеется, напомню, что он там 900 люксов у нас держал в папке и в Геншине через полчаса. Вот так он может снимать максимум. X4. Вы должны четко понимать, что есть определенные моменты. Допустим, у него автояркость отрабатывает довольно странно. Да, он может в автояркости показывать 2000 люксов, но эти 2000 люксов, они очень резко включаются. То есть это не плавное какое-то включение автояркости, а резкое. У тебя есть ощущение, когда ты подобное устройство эксплуатируешь, что с ПО что-то где-то в каких-то моментах не так. Да, в игровых моментах там много всего интересного. Опять же, полезность сомнительна, то есть ты там две игры можешь одновременно, одну в маленьком окошке, как на компьютере, одну в большом запустить. Да, у них там самые крутые кулеры, вроде бы с триггерами, и все у них оригинально, но вот так. И плюс еще с ликвидностью проблемы, об этом я тоже кратко расскажу. В общем, начнем. Начнем мы с того, что поставляется он, повторяюсь, в довольно красивой черненькой коробке. У него в комплекте очень интересный тканевый кабель, по-моему, с Type-C на Type-C, да, и блок питания черненький. Какой-то супер особого качества, вот чуть-чуть ему не хватает аксессуаров вот этим. Не кулеру, кулеры классные у них всегда, а именно по заряднику. Хотя, опять же, кабель очень даже приятненький. Если говорить про запуск, стандартный запуск у тебя начинается с игры, это особый экспириенс, то есть ты сразу ощущаешь вибро, сразу смотришь, как
у тебя отрабатывает тач, потому что не просто тач, а тач на сенсорных экранах. Потому что у смарта, у тач, у триггеров, потому что у смарта есть два триггера. Они сенсорные, и если в 8-й версии они глючили, у меня лично, и не только у меня, из коробки, и вроде бы у кого-то они продолжили глючить после всех обновлений, то здесь у нас триггеры работают прямо из коробки отлично. То же самое, тач у экрана работает просто на уровне вау. Когда ты включаешь какой-нибудь обычный PUBG и ультра частоту обновления экрана, он прям рвет в прямом смысле. И именно ощущение от того, как здесь отрабатывает тач, просто волшебное. Но помним про разрешение экрана, которое здесь довольно скромное. И то, к чему я пришел, это, допустим, вот здесь у экрана 185 Гц. А что это в нашем случае? Ничего. Потому что вы можете посмотреть перечень игр, которые идут со 185 Гц. И их прям кот наплакал. С одной стороны, хорошо. То есть какое-то движение есть поступательное. С другой стороны, почему нет два Type-C-шника версии 3.1 хотя бы? Но вот так. По процессору, разумеется, 8 Elite здесь от Snap. Разумеется, какие-то вещи, допустим, Warzone, он недооптимизирован под этот процессор. И какой бы ни был на сегодняшний момент, он мощный, 3 миллиона баллов Antutu он не выбивает, как обещали. У кого-то 2,6, у меня после обнова вообще 2,3. Но, как говорится, не все измеряется попугаями. Просто конкретно здесь реализация такая, что не все так просто. Что еще здесь не просто? У меня Tencent версия, это значит в районе $600 его можно купить 600-700. Но если вы захотите глобалку, чем отличается Tencent от глобалки? Tencent это китаец, раз в 3 месяца вам надо будет проверять, вышло ли обновление программного обеспечения, скачивать 10 гигабайт на сайте от Asus, потом закачивать все это дело благополучным образом на смартфон и уже обновлять. Насколько это неудобно? Ну, не сильно. Насколько это неудобно в плане нужно помнить? Сильно, потому что ты пользуешься смартфоном не для того, чтобы проверять постоянно, есть ли новая прошивка. А, разумеется, тебе никто об этом ничего не пишет. Вот. И в глобалке, разумеется, также по поводу глобалки, за $1000 я бы его убрать точно не стал. Потому что даже Tencent версию, даже с там супер выгодными ценниками, вы не перепродать, сформулирую так, будет сложно. Допустим, ликвидность, да, у Asus есть много фанатов. Они, конечно, не такие, как у Sony, которые очень сильные фанаты, но готовы покупать Sony только с 50% скидкой. Вот у Asus то же самое. У них есть определенные люди и пользователи, которые их обожают, но чаще всего, если у них есть деньги, они покупают их новые. Если у них нет денег, они хотят прям лютейшую скидку. И каждый раз, да, у меня получалось продавать Asus, в принципе, за неплохой ценник, но это всегда было долго, кликов было по объявлению мало, и кого-то, если интересует, из разряда купить, а потом легко продать, не совсем легко. То есть, если брать, допустим, вот в Азии, iQOO намного популярнее, в 10 раз, там, не знаю, даже 50 по количеству кликов, даже за супер выгодные цены. А Vivo то же самое. Asus здесь как минимум не жалуют. В России то же самое, когда продавал несколько раз Asus, все было долго мучительно, но потом было вот так. То есть кому-то срочно он понадобился, ценник выгодный относительно глобалки, ждать с Алихи не хочется, и поэтому могут купить. Так, я только что лицом поцеловал кактус. Так что, про ликвидность сказал, про Type-C-шники тоже. Программное обеспечение для игр самое бомбезное. Обходная зарядка рулит, разумеется. Суперскоростной зарядки здесь нет.
Плюс здесь есть IP68. Я его топил, он у меня не погиб, чему я несказанно рад. Потому что если бы он погиб, я бы был как минимум расстроен. Вот. И из интересного, здесь есть мини-джек. То есть у тебя на смартфоне не только на тыльной части, получается чисто физически. Здесь у нас два сенсорных триггера, мини-джек, два Type-C-шника, количество вот этих вот всяких портов и плюс еще LED-индикатор сзади, то есть как панель, которую вы видели в самом начале, на которой можно разные вещи выводить. И если ты суммируешь это все, аналогов даже близко ни у кого нету. То есть есть этот кулер у Red Magic, который абсолютно бесполезен. Я не знаю, у кого в каких тестах этот кулер хоть как-то чем-то помогал. Ну и все. Что я мог забыть? Если человек сидит на Азусах, если человек любит Азуса, то, скорее всего, он вряд ли их будет менять на что-то. Вот. И объективно эти игровые смартфоны, что бы я ни рассказывал, не имеют конкурентов в принципе. То есть были Black Shark, окей, пока не были супермощности, были Red Magic. Сейчас Red Magic уже третье поколение вообще никак не справляются с процессорами. Black Shark'ов нет, и из триггеров, помните, были еще у Realme Master Explorer Edition 2 с сенсорными триггерами, хотя у них не было этого дела в рекламе. Все. Так, чтобы ты мог повесить кулер, чтобы у кулера были кнопки механические, чтобы вот это все работало прям из разряда вау, как круто, цвет, блеск, красота. Только этот вариант развития событий, только этот смартфон. И чтобы я о нем не рассказывал, это будет из разряда: посмотрите, как он вел себя в играх на пользостриме, посмотрите полноценный обзор. И если вам нужен игровой смарт, повторяюсь, что у вас просто больше нет альтернатив. Снимает он отвратно. На основной модуль у него 4К 60 FPS, на фронталку у него только Full HD, притом 30 FPS. Притом там роллинг шаттер, и лучше считать, что фронталки нет. И как правильно многие говорят, лучше бы ее вообще выпилили отсюда и забыли про нее. В руке лежит удобно, хотя блямба с камерой, опять же, такое себе, но неплохой вариант. Если говорить про какие-то особенности из разряда опыта пользовательского, Asus всегда радуют. Да, там какие-то недостатки, но они всегда мелочные. Если говорить про Vibro, чуть-чуть оно топорное. Хотелось бы лучше, как у Паласов, но его нету. Хотя мощности по мне хватает. Если говорить про звук, распространяется он правильно. Может быть, есть, но минимальный перекос. Но это не лучший звук все равно, который я слышал. Про съемку вы и сами все видели. Так что, если вам все еще интересен подобного рода контент, подписываемся на канал с колоколом, ставим лайк и пишем, чтобы я продолжал, потому что, ну вот третий ролик, это самое, наверное, тяжелое, так как я вроде бы уже сказал все на стриме, несколько часов, вроде сказал все в полноценном обзоре, а здесь исключительно для того, чтобы вы увидели, как работает камера, потому что по большому счету мне можно и отключать звук, и все, и смотреть там 50 роликов. Увидите разницу. Один и тот же лифт, одно и то же солнце, одно и то же лицо. Девайсу от меня однозначно да. Все, кто хочет помочь каналу, подпишитесь на ТГ скидок еще. Добра и удачи вам, дорогие друзья.